Задолго до эпохи истинных гигантов динозавры уже миллионы лет жили на Земле. Но именно в юрский период наша планета впервые стала уникальным миром настоящих исполинов. И каждый их шаг оставлял глубокий след на миллионы лет вперед. Огромное стадо никуда не спешит. Завроподы величественно идут сквозь густой утренний туман, и от их массивных шагов буквально дрожит влажная земля. Здесь нет панической погони, только медленная, сокрушительная мощь, которая меняет сам ландшафт. Низкий ракурс камеры наглядно показывает всю правду масштаба. Абсолютно каждая нога оставляет глубокий след в почве. Вода моментально заполняет свежий отпечаток, словно земля бережно записывает их путь прямо в камень будущего. Длинные гибкие шеи поднимаются далеко выше древних крон. Завроподы спокойно берут сочную пищу там, куда другие виды просто не дотягиваются. Так юрский период открыл для них целый новый, недосягаемый ярус мира. Рядом с огромным взрослым родителем послушно идет крошечный детеныш. Его шаги гораздо короче, но он уже является полноценной частью стада. Именно так эти гиганты уверенно передавали жизнь через миллионы лет спокойного, размеренного движения. Очередной след быстро наполняется водой, и взгляд уходит дальше, к широкой Юрской реке. Здесь воедино сходятся густой лес, бескрайняя равнина и живительная влага, главные артерии мира, в котором беспрепятственно растут гиганты. Но прежде чем Земля окончательно стала миром великих гигантов, ей пришлось пережить невероятно жесткий триасовый период. После глобальных катастроф весь этот мир был сухим, пустым и полным лишь робкой, осторожной надежды. Небольшие легкие динозавры долгое время держались на самых окраинах жизни. Они успешно выживали там, где другие виды бесследно исчезали, и постепенно получали свой главный шанс полностью занять планету, когда суровый климат снова заметно смягчился. Влажный и теплый воздух наконец вернулся. Повсюду стремительно распространились гигантские папоротники и хвойные леса, а древние реки стали намного шире. Планета снова наполнилась сочной зеленью и идеальным местом для будущих гигантов. Великий суперконтинент Пангея начал медленно расходиться. Появились новые моря и бескрайние берега, кардинально менялся климат. Именно эти глобальные перемены и подготовили Юру, уникальный век, когда Земля выросла изнутри. Между медленно расходящимися материками один за другим появились мелкие моря. Теплая вода мягко омывала новые берега, а влажный воздух далеко разносился над бескрайними папоротниковыми лесами. Климат юрского периода становился все мягче. Тропический дождь питал землю практически без остановки. Древние папоротники и саговники росли быстрее, хвойные леса стремительно густели. И эта буйная растительность наконец открыла путь к невиданным размерам первых травоядных. Широкие цветущие долины и полноводные реки прочно связали континенты единой зеленью. Перед глазами уникальный мир без границ для огромных стад. Открытые пространства, куда наконец смогли свободно войти настоящие гиганты. Прямо из темного края леса величественно выходят завроподы. Их исполинские тела кажутся естественной частью самого пейзажа. Медленные, огромные, словно земля наконец выросла вместе с ними. Они ровной цепочкой идут через широкую долину. Длинные шеи, массивные хвосты четко рисуют силуэты на горизонте. Здесь нет охоты и панического бега, только спокойная мощь, которая длится целую геологическую эпоху. Одни виды завропод высоко поднимали голову далеко выше деревьев, без труда дотягиваясь до самых верхних ярусов леса. Так они эффективно использовали пищу, абсолютно недоступную почти никому другому на суше. Другие же виды тяжело тянули за собой длинные хвосты, искусно балансируя свои многотонные тела. Вся группа двигалась как одно единое дыхание, медленно, но неумолимо продвигаясь по юрской равнине. Бурная река остановила стадо лишь ненадолго. В тихой водной глади красиво дублировались силуэты длинных шей. И на мгновение казалось, что под поверхностью живет свой второй зеркальный мир гигантов. Сама переправа была исключительно неспешной. Вода великанам здесь лишь по колено, но абсолютно каждый шаг поднимал мощную рябь.
Целая река чутко реагировала на движение существ, которые были тяжелее абсолютно любой лодки. На мокрой отмеле остались глубокие свежие следы. Великое стадо плавно уходит в золотой закат, а четкие отпечатки в грязи снова безмолвно напоминают: память о гигантах земля надежно хранит в камне. Удивительно, но кости завроподов были полыми и невероятно легкими, словно прочные воздушные мосты внутри огромного тела. Природа вовремя сняла все лишнее, оставив максимальную прочность, и позволила им беспрепятственно расти дальше. Эти стада питались практически непрерывно. Пока один ярус растений постепенно истощался, длинная гибкая шея тут же открывала другой. Постоянный круглосуточный доступ к пище стал идеальным топливом для достижения невиданных в истории размеров. Они двигались исключительно медленно, и именно в этом кропотливом расходе энергии была их главная сила. Огромное тело принципиально не требовало быстрого бега, достаточно было просто шаг за шагом превращать равнину в бесконечный коридор своих глубоких следов. Гиганты кардинально меняли сам ландшафт планеты. Они вытаптывали широкие тропы, начисто оголяли поляны и переносили семена на огромные расстояния. Юрская земля буквально принимала форму их медленного, но масштабного присутствия. Древний юрский лес густо пах влагой и свежей зеленью. Папоротники поднимались человеку по пояс, саговники широко раскрывали свои жесткие листья, а могучие хвойные деревья высоко тянулись к небу. Это был мир еще до появления первых цветков, но при этом невероятно живой. Бурные реки прочно вязали эти леса в одну гигантскую сеть. Мутноватая вода постоянно несла опавшие листья и ил, щедро питала берега и становилась естественной дорогой, вдоль которой веками шли самые крупные животные той эпохи. Вода бережно хранила первозданную тишину юрского утра, зеркало давно исчезнувшего, но теперь восстановленного мира. У самых берегов густо росли древние саговники, уникальные пережитки еще более старых суровых времен. Их жесткие раскидистые венцы наглядно напоминали: жизнь на Земле всегда шла слоями, эпоха за эпохой. С огромной высоты река выглядела как тонкая серебряная нить, проходящая через бесконечную зелень. Именно так и величественно выглядела Юра с воздуха. Планета полноводных рек, густых лесов и открытых долин между ними. На уютных лесных полянах солнечный свет падал совершенно иначе, ниже и заметно теплее. Здесь росла сочная низкая трава и мелкие папоротники, и сюда охотно выходили те, кому была абсолютно не нужна исполинская высота гигантов. Прямо из густых папоротников плавно выходит стегозавр, самый узнаваемый символ юрского периода. Невысокий по сравнению с завроподами, но от этого не менее удивительный. Массивные пластины на его спине первыми ловят утренний свет нового дня. Эти костные пластины были для него не просто красивым украшением. В мягком утреннем свете они словно физически пульсировали теплом. Надежная защита, уникальный узор и узнаваемый силуэт, по которому Юру будут безошибочно узнавать миллионы лет спустя. Они ходили небольшими группами, не спеша пересекая цветущие поляны. Никаких жестоких сражений, только размеренный, спокойный ритм жизни среди низкой растительности бескрайних юрских равнин. На мощном хвосте острые шипы, тяжелые и отчетливо видимые, но сейчас они лишь мирно покачиваются в такт каждому шагу. Это естественная часть тела, а вовсе не грозное оружие Вкады. Спокойствие великой эпохи сейчас куда важнее мимолетной драмы. На самой границе густого леса и открытой земли стегозавры всегда находили себе и обильный корм, и спасительную тень. Среди истинных гигантов они представляли совсем другой масштаб, но оставались точно такой же неотъемлемой частью общей юрской картины. К вечеру темные силуэты стегозавров плавно растворялись в золотом небе. Земля снова затихала, но память о них уже бережно готовилась стать прочным камнем и окаменевшей костью. Когда взгляд камеры поднимался далеко выше крон деревьев, открывалось совершенно другое, завораживающее пространство Юры. Не тесный лес и не равнина, а бескрайнее чистое небо над древней планетой.
Свежий ветер свободно гулял по верхушкам могучих хвойных деревьев. Там, где окончательно заканчивалась земля для динозавров, начиналась огромная территория крыльев, тонких, далеких силуэтов на самом горизонте. У самого берега древнего моря небо встречало суровые скалы и яростный ветер. Птерозавры величественно парили над шумящими волнами, истинные хозяева воздуха, для которых юрские берега были идеальным трамплином в небесную высоту. Над бескрайней равниной они могли кружить часами, почти не взмахивая своими широкими крыльями. Юрское небо было их главной дорогой и еще раз напоминало: удивительная жизнь той эпохи плотно занимала не только твердую землю, но и бескрайний воздух. С берега юрский период выглядел совершенно иначе. Яростный ветер, крутые скалы и бескрайнее море, над которым широкие крылья скользили почти без видимых усилий. Птерозавры прочно связывали небо с водой, третьим уникальным измерением древнего мира. Они плавно поднимались на мощных потоках теплого воздуха и могли часами парить на огромной высоте. Для них юрское побережье было вовсе не границей, а надежной дорогой от густого леса к открытому океану и обратно. Утро на древнем пляже неизменно начиналось с мерного плеска волн. Дикий песок был влажным, а воздух солоноватым. Именно здесь суша встречала Великий океан, который щедро питал добрую половину жизни всей Юры. Белая пена плавно стекала по песку и послушно возвращалась обратно в море. Казалось, этот берег дышит в унисон с приливом, медленно и размеренно, как и все в тутальную эпоху, без лишней суеты и панического страха. Граница между этими мирами невероятно тонкая. Над головой бескрайнее небо, а под ногами словно совершенно другая планета. Синяя, тихая, полная удивительных форм жизни, которых на суше уже точно не встретишь. Прямо под водой солнечный свет падал красивыми мощными столбами. Органическая взвесь и планктон мерцали миллионами искр. И в этом мягком, таинственном сиянии начиналась настоящая юрская глубина, еще близкая к поверхности, но уже совершенно иная. Аммониты величественно плыли огромными стаями, настоящие живые спирали времени. Их закрученные раковины плавно вращались в воде, словно невидимые часы великой эпохи, отсчитывая миллионы лет своим спокойным, размеренным движением. У коралловых рифов вовсю кипела тихая изобильная жизнь. Причудливые рыбы, моллюски и аммониты. Здесь нет жестокой погони, лишь круги на воде и мягкий первозданный хор древнего моря, так похожего на сегодняшнее, но все же бесконечно чужого. В открытом море грациозно скользили плезиозавры, невероятно длинные шеи, спокойные, внимательные глаза. Они не рвались в яростную атаку в кадре, они просто плыли, как полноправные хозяева воды, которым совершенно некуда спешить. Ихтиозавры сильно напоминали дельфинов древности, обтекаемые, стремительные, но сейчас в объективе лишь их спокойный, красивый проход сквозь солнечные лучи. Море юрского периода было грандиозной сценой для жизни, а вовсе не для войны. Коралловые рифы того времени строили совсем иные, непривычные глазу формы, но их глобальный смысл оставался тем же. Надежное убежище, сытое изобилие и сложнейший узор жизни под волнами, который мы сегодня кропотливо восстанавливаем по камню. Снизу водная поверхность мелко дрожит, как живое зеркало. Прозрачные пузыри воздуха не спеша поднимаются к солнцу, и мы снова готовы бережно выйти туда, где бурное море встречает сухую сушу и грозные вулканы на самом горизонте. На горизонте тяжело дымили действующие вулканы. Юра была геологически невероятно живой. Континенты продолжали дрожать, новые горы рождались прямо на глазах, а климат стремительно менялся вместе с горячим паром из самых недр Земли. У самого подножия вулканов вовсю зеленели густые леса, удивительный парадокс той эпохи. Питательный пепел и общая влага щедро питали почву, и папоротники буйно росли там, где земля еще только-только остывала. Плотные облака лениво тянулись по горным хребтам, а бурные реки вымывали породу. Планета ни секунды не стояла на месте. Она дышала, и в этом мощном дыхании рождались новые берега
и новые дома для будущих гигантов. Реки постоянно сносили ценные минералы с вулканических склонов и равномерно разносили их по широким равнинам. Так строился вечный круг жизни: огонь в горах, вода в долинах и процветающая жизнь на берегах. В топких болотах высоко поднимался горячий геотермальный пар. Влажный воздух густо смешивался с резким запахом серы и свежей зелени. Юра пахла первозданной жизнью, которая ничуть не боится испепеляющего жара изнутри земли. С огромной высоты юрский период выглядел удивительно цельным. Бескрайнее море, густой лес, дымящий вулкан, полноводная река и равнина. Это не просто набор разрозненных локаций. Это одна живая планета в самом разгаре своего долгого превращения в истинный мир гигантов. К вечеру далекий вулкан оставался лишь темным грозным силуэтом. Очередной день Великой Эпохи заканчивался так же тихо, как и начинался, без внезапных катастроф в Каде, только чистое величие неумолимого времени. Все, что мы видим сегодня, давным-давно стало прочным камнем. Вековые слои породы бережно хранят древние следы, кости и листья, бесценный архив, из которого человечество и узнает, какой великой и прекрасной была Юра. В известняке и древнем песчанике Юра надежно спрятана буквально по буквам. Каждый геологический слой — это отдельная страница, а кость в камне — слово, которое терпеливо ждало миллионы лет, чтобы его, наконец, прочитали. Следы на мокрой отмели застыли навсегда. Отпечатки лап красноречиво говорят о весе, длине шага и направлении движения. Без единого кадра живого динозавра. В камне осталась только чистая память движения. Аммониты на витринах музеев — это застывшие спирали, которые когда-то плавно вращались в древнем море. Мы держим в руках вовсе не украшения, а настоящие часы эпохи, навсегда остановившиеся в прочной раковине. Огромный скелет завропода в выставочном зале — это не просто декорация, это сложнейшая согласованная реконструкция. Кости, анатомические сравнения, долгие споры ученых и десятилетия кропотливой и ювелирной работы. На раскопках само время идет совершенно иначе. Кисточка за кисточкой. Из-под вековой пыли медленно появляется четкий контур, и великий мир гигантов снова обретает форму. Но теперь уже в камне. Живое и каменное — это две стороны одной грандиозной истории. То, что когда-то уверенно двигалось по Юрской равнине, сегодня стало твердым минералом. Но главный смысл остался. Земля надежно помнит своих исполинов. Сегодняшние зеленые долины и бурные реки удивительно рифмуются с юрскими. Совсем другой климат, другие биологические виды. Но это та же самая планета, тот же вечный ритм воды и зелени, и тот же вопрос: кто именно жил здесь до нас? Глубокие каньоны и ночное звездное небо наглядно напоминают нам о подлинном масштабе времени. Миллионы лет теперь не абстракция, а осязаемые слои под нашими ногами и далекие звезды над головой. Юрский период навсегда научил нас мыслить глобальным масштабом. Континенты дрейфуют, климат меняется, а жизнь чутко отвечает новыми размерами и формами. И все это происходит на одной планете, с которой мы делим общую историю. Великие гиганты ушли, но их след остался навсегда — в экосистемах, в эволюции и в нашем воображении. Мы смотрим на туманную равнину и видим не выдуманную сказку, а реальную, задокументированную главу биографии Земли. История планеты никогда не заканчивается вместе с ушедшей эпохой. Она непрерывно продолжается там, где мы задаем правильные вопросы и спокойно, вдумчиво ищем ответы, слой за слоем. Юрский период навсегда остался в камне, в костях и в наших знаниях. Эпохой, когда Земля впервые стала миром настоящих гигантов. Если вам близки такие спокойные путешествия во времени, подписывайтесь на канал Кабинет Историка. Ставьте лайк, если этот фильм был вам полезен, и обязательно напишите в комментариях, какую эпоху нам стоит подробно разобрать следующей. До встречи в новом выпуске.